Всем привет, меня зовут Марина, и мы с вами находимся на канале о вязании. Сегодня в этом видео предлагаю вместе со мной связать вот такие вот очень красивые и простые слитки, ну или укороченные носочки. Свои сейчас носочки-слитки я буду вязать в мастер-классе из пряжи Alize Wool Time. Метраж у данной пряжи будет идти на 100 грамм 200 метров. По составу 75% супервош и у нас получается 25% полиамид. И смотрите, данную пряжу для нашего мастер-класса предоставил нам интернет-магазин пряжа.су. Также интернет-магазин пряжа.су дарит скидку 5% на ваши будущие заказы по промокоду, который подпишу вам сейчас на экране. Ссылку на интернет-магазин пряжа.су я вам оставлю ниже в инфобоксе. Также оставлю прямую ссылку на вот данную пряжу. Такая пряжа, она может быть как однотонная, так и секционная. Поэтому там вы можете присмотреть для себя понравившиеся вам расцветки пряжи. Вязала свои носочки я на круговых спицах 3 миллиметра способом Magic Loop. Вязала я эти носочки от мыска. То есть вот здесь вначале я набирала петли, делала расширение петель на мыске, после чего вывязывала длину носочка, далее пятку бумеранг, резинку, и закрывала резинку я с помощью иголки. В мастер-классе эти носочки-слитки я вязала на размер ноги где-то 36-37. Но в любом случае, смотрите, если вам нужны эти короткие носочки на какой-то другой размер ноги, отрегулировать мы это можем, просто провязав вот эту часть полотна от мыска до пятки большее количество рядов. В процессе вязания каждый провязанный участок я вам измеряю в сантиметрах, поэтому здесь вы уже ориентируетесь именно на нужный для вас размер ноги и вяжем длину этого полотна, то количество рядов, которое вам необходимо. В мастер-классе я также говорю, что если, к примеру, у вас нога широкая, то вот здесь изначально, когда мы делаем прибавки на мыске, мы можем сделать на несколько петель больше эти прибавки, так, чтобы вот эта часть у нас была шире. К примеру, если вы будете вязать из другой пряжи, и вы вообще не знаете, сколько примерно вам нужно делать этих прибавок, для этого я рекомендую связать образец просто обычной лицевой гладью. Дальше мы должны высчитать плотность вязания, то есть сколько у нас получается петель в 1 сантиметре. После чего мы измеряем окружность нашей ноги. Ну, вот здесь где-нибудь в широком месте, где у нас идет большая косточка в районе пальцев. Так, измеряем ширину нашей ноги. И дальше ширину ноги мы умножаем на плотность вязания, которую мы должны рассчитать. Тем самым мы рассчитаем, сколько мы должны прибавить петель вот после вывязывания мыска. Ну и дальше вяжем также, получается, основную часть носочка, после чего вывязываем пятку, резинку и закрываем петли края. Слитки получились очень красивые, мне очень понравился и вот способ набора петель на мыске. Я вам подробно показываю, для меня это такой новый способ. И то, как я вывязывала пятку бумеранг. Тоже вязала такую пятку я в первый раз. Ну, вот именно таким способом. Также очень осталась довольна результатом. Поэтому, друзья, надеюсь, вам нравятся данные носочки-слитки. Вы сейчас вместе с удовольствием свяжете их вместе со мной. Поэтому берем пряжу, готовим спицы и приступаем к вязанию. Вязать свои слитки я буду на круговых спицах способом Magic Loop. И я беру спицы круговые диаметром 3 миллиметра. Набирать петли мы будем не совсем обычным способом, поэтому смотрим внимательно. Вначале мы с вами должны сделать одну петлю, то есть я беру нить,
вот таким вот образом перекрещиваю, образуя петельку. Так, вот идет наборный кончик нити и нить от моточка. Теперь на одну спицу я вот вставляю эту спицу в петлю снизу вверх, захватываю нить и вынимаю эту нить через петлю. Получаю одну первую петельку. Теперь мы 2 спицы складываем между собой. Так, внизу у нас идет петля, которую я только что набрала. И начинать вязать мысок я буду из 20 петель. 10 петель у меня должно располагаться на одной спице и 10 петель на второй спице. Поэтому относительно петли, которую мы сейчас с вами вот набрали, мы должны сделать 10 витков. То есть то же количество витков, сколько у нас должно располагаться петель на одной спице. И вот относительно этой первой петельки я делаю вот первый виток. Пальчиком аккуратно придерживаю и делаю второй виток. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10 виток. То есть вот 10 витков расположено на 2 спицах. Теперь я наше вязание вот таким образом должна развернуть, так, чтобы наши кончики смотрели сейчас в правую сторону. Так, ниточку я придерживаю. То есть я как бы начинаю вязать уже ряд. Вот я беру наше вязание. Теперь мы должны с вами вытащить нижнюю спицу, образовав петлю из лески. То есть вот наша спица. Я вытаскиваю ее так, чтобы у нас шла петля из лески с одной вот и с другой стороны. И сразу сейчас я буду приступать к вязанию первого ряда. Ну, или это будет считаться нулевой подготовительный ряд. Из сделанных витков мы сейчас будем провязывать лицевые петли. То есть вот идет наша первая петля. Из второго витка я провязываю вторую петлю. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и вот идет наша 10 петля. 10 петель я провязала. Теперь вот я аккуратно подвигаю петли на вот нашу вторую спицу. То есть вот часть петель вот с этой стороны я только что провязала. Вязание я снова разворачиваю так, чтобы наши кончики спиц смотрели в правую сторону. Снизу у меня расположена та спица, которую я только что провязала. Так, теперь смотрите, нижнюю спицу, которую я провязала, я вот вытаскиваю, образуя петельку из лески. Петли подвигаю вот на край нашей вот верхней спицы. И на этой верхней спице мое вязание начинается с петли, которую я набрала. Смотрим внимательно. Петлю эту я сейчас должна снять. И просто можем ее распустить. Пальчиком эту ниточку наборную я придерживаю. Нить вот идет наша основная от моточка. И я сразу приступаю к вязанию петель на второй спице. То есть вот я провязываю лицевыми петлями одну петельку, вторую, третью, четвертую, пятую, шестую, седьмую, восьмую, девятую. И вот у меня идет 10 петля. Все, это считается, что мы с вами набрали петли. Ну и вот получили такой вот нулевой установочный ряд, провязали. То есть на каждой спице у меня сейчас расположено по 10 петель. И теперь мы с вами будем вязать наше полотно круговыми рядами, начиная вот сейчас с первого уже ряда. После того, как все петли у нас набраны и вот провязаны, мы сейчас с вами будем делать прибавку так, чтобы наш мысок расширялся в одну и во вторую сторону. Поэтому снова
вот снизу у меня расположена та спица, которую я провязала. То есть на этой спице вот здесь в конце расположена последняя провязанная петля. Соответственно, нижнюю спицу я вынимаю, образуя петельку из лески, и приступаю к вязанию первого ряда. Первую петлю я сейчас провязываю лицевой, и сразу после первой петли я должна прибавить одну петельку. Прибавлять петли я буду из протяжек, которые расположены между петельками. То есть вот идет протяжка между петлями. Эту протяжку мы сейчас одеваем, вот смотрите, на спицу так, чтобы короткая стенка этой протяжки вот в начале ряда располагалась за работой. После чего вот за заднюю короткую стенку, поднятую протяжку, я провязываю лицевой петлей. И далее все остальные петли на первой спице я провязываю лицевыми, не довязывав последнюю петлю. Так как сейчас вот здесь перед последней петлей, так вот мы с вами также должны сделать прибавку. Снова поднимаю протяжку, которая расположена между петлями. И сейчас эту протяжку мы должны одеть так, чтобы короткая стенка вот располагалась перед работой. Вот она идет, наша короткая стенка. Задняя стенка вот расположена за работой. Теперь за переднюю короткую стенку, поднятую протяжку, я провязываю лицевой петлей. И последнюю петлю на первой спице я также провязываю лицевой петлей. Это я провязала в первом ряду петли только на первой спице и сделала прибавку в начале и конце нашего этого ряда. Сейчас точно так же мы будем провязывать петли и на второй спице. Это мы еще с вами вяжем, получается, первый круговой ряд. То есть вот эту часть петель я провязала. Здесь вот расположена последняя провязанная петля. Нижнюю спицу я вытаскиваю, образуя петельку из лески, и вяжем, получается, первый ряд на второй спице. Первую петлю провязываю лицевой. Также в начале ряда мы должны поднять протяжку между петлями. И вот поднимаю протяжку так, чтобы короткая стенка располагалась вот за работой. Далее за заднюю короткую стенку поднятую протяжку провязываю лицевой петлей. И все остальные петли я сейчас провязываю лицевыми, не довязывав последнюю петлю в конце ряда. В конце одна петля осталась. Здесь также мы должны сделать прибавку между петлями. Вот поднимаю протяжку, одеваю эту протяжку так, чтобы короткая стенка располагалась перед работой. После чего вот за переднюю короткую стенку, поднятую протяжку, провязываю лицевой петлей, и последнюю петлю ряда я провязываю лицевой петлей. Снова наше вязание мы разворачиваем, чтобы кончики вот наших спиц смотрели в правую сторону. Снизу у меня расположена вот спица, которую мы только что с вами провязали. Смотрите, вот здесь идет наборный кончик нити, а здесь идет начало нашего ряда. Для наглядности где-нибудь ближе к этому краю мы можем повесить маркер. Этот маркер у нас сейчас будет обозначать начало ряда. Мы с вами провязали первый ряд, сделали прибавки. Приступаем к вязанию второго ряда. Прибавлять петли мы будем через один ряд, поэтому во втором ряду я сейчас буду провязывать просто все петли лицевые. То есть сначала провяжу петли лицевые вот на первой спице, далее провяжу лицевые петли на второй спице. Лицевая, подвигаю спицу вот здесь к краю, вязание разворачиваю, нижнюю спицу я сейчас вытаскиваю, образуя петельку из лески, и на второй спице во втором ряду я также провязываю просто все петли лицевые. И это я сейчас довязываю второй ряд. В следующем третьем ряду мы с вами снова будем делать прибавление петель в начале и конце
ряда на каждой спице. Поэтому снова нижнюю спицу, только что провязанную, я вытаскиваю и вяжем третий ряд. Первую петлю снимаю, далее поднимаю протяжку между петлями, и эту протяжку вот я одеваю так, чтобы короткая стенка располагалась за работой в начале ряда. За заднюю правую стенку поднятую протяжку провязываю лицевой петлей, и все остальные петли я провязываю лицевыми, не довязывав последнюю петлю на первой спице. Когда остается последняя петля на первой спице, поднимаю протяжку и вот так, чтобы короткая стенка располагалась в конце ряда перед работой. И за переднюю короткую стенку поднятую протяжку провязываю лицевой петлей. Последнюю петлю ряда также провязываю лицевой. Это я прибавила петли на первой спице в третьем ряду. Теперь я буду прибавлять петли на второй спице в третьем ряду. Это мы вяжем третий круговой ряд. И здесь первую петлю провязываю лицевой, поднимаю дальше протяжку и поднятую протяжку провязываю лицевой петлей. Далее провязываю сейчас все петли лицевые. И перед последней петлей я также вот поднимаю протяжку и за переднюю короткую стенку поднятую протяжку провязываю лицевой петлей. Последнюю петлю ряда провязываю лицевой, и это я провязала сейчас третий ряд, и в этом третьем ряду я прибавляла петли. В следующем четвертом круговом ряду мы прибавлять петли не будем. Здесь мы просто сейчас четвертый ряд провяжем по кругу до конца, провязывая все петли лицевые. Таким образом я буду сейчас делать прибавление петель через один ряд до тех пор, пока на каждой спице у меня должно быть по 22 петельки. Если у вас нога широкая, то можете прибавлять эти петли до 24 петель. Вязать, скажем так, основную часть носочка, к примеру, не из 44 петель, как буду вязать я, а из 48 петель. В моем случае я сейчас буду делать прибавление петель вот по следующей схеме. То есть это относительно одной спицы. На спице одной у меня было 10 петель. В первом ряду я сделала прибавление, и этих петель у меня уже стало 12. Второй четный ряд я просто провязала лицевыми петлями. И в третьем ряду я снова делала прибавление петель, и на каждой спице у меня уже располагалось, ну вот в данном случае уже 14 петель. Сейчас мы с вами вяжем уже четвертый ряд, и этот четвертый ряд провязываем все петли лицевые. То есть таким образом я сейчас буду делать прибавление петель, когда на одной спице, ну и соответственно на второй у нас будет расположено 22 петельки. Последний вот в 12 ряд я провяжу лицевыми петлями, то есть все петли по рисунку. И встретимся с вами в начале 13 ряда. Начиная с 13 ряда я приступлю вывязывать основной узор на нашем слитке. Итак, вот я провязала всю необходимую длину мыска. Ориентируюсь в первую очередь на количество петель, которое у меня должно располагаться на спицах. На спицах у меня расположено 22 петли. То есть вот я по данной схеме, которую я вам показывала, провязала сейчас, получается, 12 рядов. И сейчас мы с вами приступим к вязанию основного узора на первой спице. На этой первой спице будет идти верхняя часть нашего слитка, и на второй, ну или вот нижней спице будет идти подошва, которую я буду вязать лицевой гладью. Скажу сразу, что рисунок я подбирала вот именно исходя из количества петель, которые у меня расположены на спицах. Раппорт узора у меня будет равен 5 петлям плюс 2 петли для симметрии узора. Если, к примеру, вы набирали вот здесь на мыске большее количество петель, ну вот как я, к примеру, говорила, 48 петель, то есть так, чтобы на каждой спице располагалось по
24 петли, то начинать и заканчивать вязание мы можем не с 2 изнаночных петель, которые мы с вами будем провязывать, а с 3 изнаночных петель. Это именно только по краям. Ну, это вот что касается в пределах разницы 1-2 петельки. Ну а я сейчас относительно начала ряда приступаю к вязанию первого ряда основного узора. И сейчас в этом первом ряду я провязываю 2 петли изнаночных, 3 петли лицевых. И вот 5 петель, которые я провязала, и есть раппорт нашего узора в ширину. Дальше этот раппорт я буду повторять, провязывая 2 петли изнаночных, 3 петли лицевых, 2 петли изнаночных, 3 петли лицевых. В конце ряда 2 петли изнаночных, 3 петли вот лицевых, и остаются 2 петли симметрии, которые мы провязываем вот как 2 петли изнаночных. Это мы провязали первый ряд на первой спице. И вот видите, вязание у нас начинается и заканчивается с 2 изнаночных петель. Ну вот если у вас петель больше, ну вот на 2, то можно, чтобы по краям у нас шло 3, к примеру, изнаночных петли. В середине нашего полотна по 2 изнаночных петли. То есть вязание я сейчас разворачиваю, и сейчас я буду провязывать петли подошвы. На этой спице на протяжении всего вязания я буду провязывать просто все петли лицевые. То есть я, получается, сейчас провязываю 22 лицевых петли на второй спице. И это мы довязываем до конца первый круговой ряд. Так, лицевая. Вязание я снова разворачиваю и приступаю к вязанию уже второго ряда. На вот этой первой верхней спице относительно начала ряда у нас будет вязаться узор, и вяжем второй ряд нашего узора. 2 петли изнаночных, 2 петли лицевых, и третью лицевую петлю я снимаю, не провязывая нить рабочую, оставляя за работой. Дальше раппорт этого узора я буду повторять, провязывая 2 петли изнаночных, 2 петли лицевых, 1 петлю снимаю, не провязывая нить рабочую, оставляя за работой. 2 изнаночных петли, 2 лицевых, 1 лицевую петлю переснимаю, нить рабочую оставляя за работой. В конце ряда 2 изнаночных петли, это я провязала второй ряд на первой спице. Вязание вот разворачиваю вот нашей второй спицей вверх, и теперь довязываю второй ряд, провязывая все петли лицевые на второй спице. То есть мы наше полотно вяжем круговыми рядами. Лицевая, лицевая. Я довязала до конца второй круговой ряд. Подвигаю петли к краю. И сейчас мы с вами будем вязать третий ряд. Здесь мы вяжем узор, поэтому в третьем ряду я сейчас провязываю 2 петли изнаночных, 2 петли лицевых, 1 петлю переснимаю, нить рабочую оставляя за работой. То есть третий ряд узора у нас сейчас будет вязаться точно так же, как мы с вами провязывали и второй ряд. 2 изнаночных петли, 2 петли лицевых, 1 петлю снимаю, нить рабочую оставляя за работой. 2 петли изнаночных, вязание разворачиваю на вот ту часть, где мы вяжем подошву, и вяжем, получается, до конца третий круговой ряд, провязывая вот на подошве все петли лицевые до конца ряда. Лицевая, довязала до конца третий круговой ряд. Сейчас мы будем приступать к вязанию четвертого кругового ряда. И здесь в начале ряда мы провязываем 2 петли изнаночных
И вот идут 3 лицевых петли. Сейчас мы будем делать перекрещивание петель. Перед работой на правую спицу подхватываю 3-ю петлю, то есть это та петля, которую мы переснимали на протяжении вязания 2 предыдущих рядов. Аккуратно 3 петли теперь снимаю, получается, с левой спицы и на левую спицу за работой возвращаю обратно 1-ю и 2-ю петлю. То есть вот наши петли мы меняем местами или делаем перекрещивание, получается, с наклоном в правую сторону. То есть наша переснятая петля, вот, во-первых, сейчас расположена уже впереди с наклоном в правую сторону. После того, как петли мы поменяли местами, мы сейчас должны этих 3 петли провязать лицевыми петлями. То есть вот 1-я лицевая петля, 2-я и 3-я лицевая петля. Раппорт узора в ширину 1 раз я провязала. Дальше этот раппорт я повторяю, провязывая 2 петли изнаночных. Вот, делаю перекрещивание петель с наклоном в правую сторону. То есть перед работой на правую спицу подхватываю 3-ю петлю, 2 петли. Вот я вернула обратно за работой на левую спицу. Петлю с правой спицы я возвращаю также на левую спицу вперед. И теперь мы эту петлю должны провязать лицевой, но так, чтобы эта петля была не перекручена. Поэтому вот в моем случае за переднюю правую стенку эту петлю я провязываю лицевой, плюс еще 2 лицевых петельки. И вот я уже провязала 2-й раппорт узора в ширину. Так, мы сейчас довязываем 4-й ряд сначала на 1-й спице, делая перекрещивание петель с наклоном в правую сторону. То есть вот петли меняю местами. И далее провязываю 3 петли лицевых. В конце ряда 2 петли симметрии я провязываю как 2 петли изнаночных. И вот вязание я снова разворачиваю на вот нашу подошву, и на подошве в 4-м ряду я сейчас провязываю просто все петли лицевые до конца ряда. Лицевая, лицевая. И вот смотрите, после вывязывания мыска мы с вами сейчас провязали 4 ряда. 4 провязанных ряда и будут являться раппортом нашего узора в высоту. Далее наше вязание снова будет повторяться с 1-го ряда. То есть мы сейчас в 1-м ряду 2-го раппорта вяжем сейчас вот 2 петли изнаночных, 3 петли лицевых. И дальше вязание повторяю, провязываю 2 изнаночных петли, 3 петли лицевых. Все, смотрите, таким образом мы сейчас должны дальше самостоятельно вывязать всю необходимую высоту, ну или длину нашего слитка. По передней части мы вяжем узор, который равен 4 рядам, которые вот мы с вами по петельному вместе провязали. Здесь на 2-й спице мы вяжем просто обычную лицевую гладь. То есть это у нас будет идти подошва. И таким образом, смотрите, вот идет наш следочек. Мы вяжем эту длину до вот здесь примерно щиколотки. Когда довяжем до вот здесь щиколотки или вот большой косточки, мы с вами сразу приступим к вязанию пятки бумеранг. Сейчас самостоятельно я вывяжу эту длину. Далее подключусь, измерю провязанный вот этот участок в сантиметрах, посчитаю, сколько у меня получилось это провязанных раппортов, и вместе с вами мы приступим к вязанию пятки. Итак, я провязала всю необходимую высоту моего слитка, и здесь, смотрите, от мыска всего у меня провязано 10 раппортов узора. На данном этапе я сейчас буду приступать к вывязыванию пятки. Вначале мы измерим провязанный участок в сантиметрах, то есть вот в ровном не растянутом виде длина от спицы вот до мыска равна, ну вот смотрите, получается 15 сантиметров. И вот смотрите, если я примерю заготовку моего слитка на ногу, то есть вот у меня осталось фактически вывязать только глубину этой пятки. Ну или вот чисто вот так вот визуально я довязала
до вот середины нашей вот здесь ноги, то есть примерно до большой косточки. То есть вот таким образом сейчас выглядит заготовка на манекене. Закончила вязание я, провязав вот ровно 10 раппортов узора. То есть сейчас я приступаю вот по этой верхней части вязать 11 раппорт узора. То есть я продолжаю вязать узор на первой спице. Вот по узору у меня сейчас получается, я буду провязывать 2 петли изнаночных, 3 петли лицевых, 2 петли изнаночных, 3 петли лицевых. Это мы вяжем петли на первой спице, вывязывая узор. Когда мы вот довязали до второй спицы, на этой второй спице я сейчас начну формировать пятку. На этой спице у меня сейчас всего расположено, получается, 22 петли. Теперь это количество петель, которое расположено на подошве, мы должны разделить на 3 части. При этом, чтобы одна и вторая боковая часть у нас были равны одинаковому количеству петель. В моем случае сейчас это получается 7 петель одна боковая часть, 8 центральных петель и 7 петель вторая боковая часть. Теперь приступаем к вязанию пятки. Вяжем первый ряд. Сначала мы с вами сейчас вот провязываем все петли лицевые. Пятку мы будем вязать не круговыми, а поворотными рядами. И вот все эти петли я провязываю лицевыми, не довязывав до конца ряда последнюю петлю. Лицевая остается последняя петля. Эту петлю я тоже провязываю лицевой петлей. Сразу вязание разворачиваю вот на изнаночную сторону. С изнаночной стороны я первую петлю снимаю и теперь беру нашу нить, перекручиваю на обратную сторону так, чтобы эта петля у нас стала двойной. То есть вот наша петля, и я хорошенечко ниточку вот натягиваю, получаю двойную петельку и теперь провязываю этот ряд с изнаночной стороны, провязывая все петли изнаночные. Осталась последняя петля, ее также я провязываю изнаночной петлей. Так, вязание я сразу сейчас вот разворачиваю, получается, на лицевую сторону с лицевой стороны. Первую петлю я снимаю и нить перекручиваю теперь на себя, также, чтобы у нас образовалась такая двойная петелька. Хорошенечко мы эту нить вот натягиваем и с лицевой стороны вяжем ряд, провязывая все петли лицевые. Теперь мы эти петли будем провязывать лицевыми до двойной петельки, то есть до той петли, которую вот мы как бы перекручивали, образуя 2 стеночки петли. То есть, ну вот в данном случае до последней петли я буду вязать все петли лицевые. Внимательно смотрим. Лицевая петля, и вот идет наша петля с 2 стенками, двойная такая петелька. Как только мы довязали до этой двойной петли, мы сразу сейчас вязание будем разворачивать на обратную сторону, и первую петлю с левой спицы я снимаю и также эту нить перекручиваю, образуя еще одну двойную петлю. Перекрутила, двойную петлю получила, и теперь с изнаночной стороны провязываю все петли изнаночные снова до двойной петельки. Так, и изнаночная, и вот наша идет двойная петля, которую вот мы перекручивали. Довязали до двойной петли, и сразу вязание мы разворачиваем на обратную, сейчас лицевую сторону. Двойная петля, первую петлю снимаю и снова перекручиваю нить вот здесь на себя, образуя двойную петельку. И теперь с лицевой стороны я провязываю все петли лицевые снова до двойной петли. Так, лицевая петля, и у нас уже в конце ряда идет 2 двойных петельки. То есть до двойной петли первой по порядку я довязала, сразу вязание разворачиваю
на изнаночную сторону, первую петлю снимаю, так, и нить перекручиваю здесь с изнаночной стороны от себя, образуя вот в данном случае уже третью двойную петлю. И с изнаночной стороны я провязываю снова все петли изнаночные до двойной петельки. Так, изнаночная и изнаночная. Здесь вот у нас идут 2 двойных петли. Довязала до первой двойной петельки, вязание разворачиваю сейчас на лицевую сторону. С лицевой стороны первую петлю снимаю, нить рабочую перекручиваю на себя, образуя и с этой стороны уже третью двойную петлю. И теперь снова провязываю все петли лицевые до двойной петельки. То есть таким образом мы сейчас вывязываем эти укороченные ряды до двойной петельки. Довязали до двойной петли, вязание развернули и снова образовали двойную петельку. Так мы вяжем до тех пор, чтобы у нас в центре, вот в моем случае, должно остаться 8 одиночных петель. И по краям должны располагаться вот 7 петель двойных, то есть 7 и 7 двойных петелек с учетом вот деления нашего полотна на 3 части. Итак, смотрите, я закончила вязать сейчас укороченные ряды на том моменте, когда, смотрите, с одной боковой части у меня получается вот 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 двойных петелек. С другой стороны 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 двойных петель. И в центре у нас идет 8 одиночных лицевых петель. Сейчас я этих 8 петель провязала лицевыми петлями, то есть до двойной петельки. И все, мы на этом заканчиваем сейчас вязать наши укороченные ряды. Теперь мы этих 7 петель с этой стороны будем провязывать лицевыми петлями. И я это буду делать вот за переднюю стенку этих двойных петель. То есть вот за переднюю стенку 2 этих петель я провязываю 2 петли вместе. То есть это вот наша именно двойная петля, 1 и 2. За переднюю стенку петель я провязываю 2 петли вместе. 2 вместе петли, 2 петли вместе. 2 петли вместе. Так, это я сейчас довязала. Получается, если мы вязание перевернем до нашей первой спицы, там, где мы вяжем основной узор. Сейчас мы будем провязывать ряд вот с этой стороны, вывязывая узор. То есть мы здесь сейчас, ну вот в моем случае, я вяжу 2-й ряд узора. И здесь я провязываю 2 изнаночных петли, 2 петли лицевых, 1 петлю переснимаю. 2 петли изнаночных, 2 петли лицевых, 1 петлю переснимаю. Так, 2 изнаночных петли в конце ряда. И это я довязала до нашей снова пятки. С этой стороны пятки у нас идут также двойные петли. И эти двойные петли вот здесь именно с этой стороны мы также будем провязывать как 2 петли вместе лицевой, то есть вот двойная наша петля. И только их мы здесь провязываем лицевой петлей за заднюю стенку петель. 2 петли вместе лицевой за заднюю стенку. И опять 2 петли вместе лицевой петлей за заднюю стенку петель. Так, все, 7 раз я провязала по 2 петли вместе, и теперь довязываю этот ряд до конца, провязывая остальные петли просто обычными лицевыми петельками. Так, это я провязала. Получается такой подготовительный ряд. Теперь вязание разворачиваю вот здесь на верхнюю спицу. И сейчас я должна провязать просто 2 ряда, провязывая все петли по рисунку. Ну, то есть здесь на верхней части я продолжаю вязать узор.
провязывая, ну вот сейчас получается 2 изнаночных, 2 лицевых, 1 петлю переснимаю. И на второй спице, где у меня идет подошва, я провяжу все петли лицевые. Далее в следующем, получается, ряду я буду делать вот это перекрещивание петель, и на второй спице провяжу лицевые петли. То есть 2 ряда провяжите самостоятельно, так как мы вывязывали вот здесь всю длину нашего носочка слитка. Итак, вот я провязала 2 круговых ряда, вывязывая на подошве лицевую гладь, и вот сверху я вывязывала узор. То есть вот я сейчас полностью закончила вязать 11 раппорт узора. Сейчас мы с вами будем приступать к вывязыванию второй части пятки. И если мы сейчас с вами посмотрим это на готовом слитке, то есть вот мы сейчас довязали до данного момента. Сейчас мы будем вязать вот эту часть пятки. На нашей верхней спице, там где мы вяжем узор, мы сейчас, получается, вяжем как бы уже первый ряд, ну вот в данном случае получается 12 раппорта. И, соответственно, здесь мы провязываем 2 петли изнаночных, 3 петли лицевых, 2 изнаночных петли, 3 петли лицевых. Я провязала петли с первой спицы, вязание разворачиваю на ту часть, где мы вяжем пятку. И теперь опять же наши петли мы должны разделить на 3 части. Я сейчас для наглядности повесила маркеры. 7 петель, 7, и в центре у меня идут 8 петелек. Вяжем вторую часть пятки, и здесь получается первую петлю провязываю лицевой. Далее вот провязываю все петли лицевые в начале до первого маркера. Маркер перебрасываю на правую спицу. Далее идут 8 центральных петель. Этих 8 центральных петель мы сейчас будем провязывать лицевыми петлями. Так, провязала 8 центральных петель. После чего вот этот именно второй маркер мы сейчас можем убрать. Дальше мы должны захватить 1 петлю от боковой части. То есть вот здесь остается 7 петель. 1 петлю я провязываю лицевой от боковой части и сразу вязание разворачиваю на изнаночную сторону. Первую петлю я снимаю, и вот эту 1 петлю я также сейчас перекручиваю, образуя двойную петельку. После чего все остальные петли до маркера я провязываю сейчас с изнаночной стороны изнаночными петлями. Я довязала до маркера. Маркер этот также сейчас уже можно убрать. И от второй боковой части у меня также расположено вот здесь 7 петель. 1 петлю я захватываю, вот от боковой части провязываю изнаночной. И вязание я сразу разворачиваю на лицевую сторону. Эту 1 петлю я снимаю и нить рабочую перекручиваю на себя, образуя двойную петельку. После чего провязываю сейчас все петли лицевые до двойной петли. Сейчас вот смотрите, идет наша вот двойная петелька. Эту двойную петлю мы сейчас сразу будем провязывать. То есть эту двойную петлю с лицевой стороны за передние стенки петель я провязываю вот 2 петли вместе лицевой петлей, плюс я еще должна захватить 1 петлю от боковой части. И вязание я сразу разворачиваю на обратную сторону. И теперь с этой обратной стороны, с изнаночной, 1 первую петлю я снимаю, нить рабочую перекручиваю от себя, образуя двойную петельку. И теперь с изнаночной стороны провязываю все петли изнаночные до двойной петли. Так, изнаночная. И вот идет наша двойная петелька. Эту двойную петлю мы должны провязать изнаночной петлей, но для того, чтобы петли легли красиво и ровно, мы, смотрите, вставляем вот правую спицу в эти 2 петли, вот как бы с обратной стороны, вот таким вот образом.
то есть изнанка, лицо с лицевой стороны. Вот так я вставляю за эти 2 петли спицу и эту петлю провязываю вот изнаночной. Плюс еще 1 петля изнаночная, вязание разворачиваю на лицевую сторону. То есть вот только что провязанная петля и петелька, это лежит красиво и ровно. Первую петлю снимаю, нить рабочую перекручиваю на себя, образуя двойную петельку. И все остальные петли с лицевой стороны я провязываю лицевыми до двойной петли. Так, лицевая, и вот идет двойная петелька с лицевой стороны. За переднюю стенку этих петель я провязываю сейчас 2 вот петли вместе лицевой петлей, плюс еще 1 лицевая петля от боковой части. То есть тем самым, смотрите, у нас сейчас будет увеличиваться вот эта центральная часть, и петли боковых частей у нас будут уменьшаться. Вязание разворачиваю на изнаночную сторону, первую петлю снимаю, нить перекручиваю от себя, образуя двойную петельку. И все остальные петли до двойной петли я провязываю с изнаночной стороны изнаночными. Так, и изнаночная, и вот идет наша двойная петелька с изнаночной стороны. Мы эту петлю провязываем вот таким вот образом, вставляя, во-первых, за работой, и вот как бы, ну вот снизу вверх, вот таким вот образом спицу в эти петли, и сразу вот эти 2 петли провязываю изнаночной петлей. То есть вот наша петля лицевая с лицевой стороны лежит ровно и правильно. Плюс еще 1 петля изнаночная, вязание разворачиваю на лицевую сторону. С лицевой стороны первую петлю снимаю, нить рабочую перекручивая на себя, образуя двойную петельку. И все остальные петли я провязываю снова лицевыми с лицевой стороны до двойной петли. Так, двойная петля, за переднюю стенку петель я провязываю 2 петли вместе лицевой петлей, плюс еще 1 лицевая петля. Таким образом, сейчас движите вторую часть пятки самостоятельно, то есть у нас сейчас вот от этих боковых частей не должно остаться совсем петелек. Итак, смотрите, вот мне буквально несколько последних рядов осталось провязать. То есть вот с изнаночной стороны я уже захватываю последнюю петельку, вязание разворачиваю вот на лицевую сторону. Здесь в конце ряда у меня уже идет тоже последняя двойная петля. Так, здесь петлю первую снимаю, образуя вот двойную петельку, перекручиваю эту петлю на себя с рабочей нитью. И далее провязываю сейчас все петли лицевые, это со стороны подошвы, до вот нашей последней двойной петли в конце ряда. Так, смотрите, лицевая, лицевая, и вот идет последняя двойная петля. Эту двойную петлю я сейчас провязываю вот лицевой петлей за переднюю стенку, и фактически мы с вами сейчас вывязали вот эту нашу вторую часть пятки. Так, теперь на данном этапе смотрите, что мы делаем. Если вы хотите связать не короткие слитки, а более длинные носочки из вот этого же количества петель, у меня на спицах 22 и 22 петли, мы можем продолжать вязать вторую часть нашего, к примеру, носочка. По задней части после вывязывания пятки мы можем также вывязывать узор. Но у меня эти носочки идут короткие, поэтому я сейчас сразу приступаю к вязанию резинки. Резинку я буду вязать 1 на 1. Поэтому как только мы закончили вязать вот вторую часть пятки, я вот на нашей верхней этой спице первой приступаю сразу вязать резинку 1 на 1, провязывая вот по порядку 1 петлю лицевую, 1 петлю изнаночную, лицевая петля, изнаночная. Так, я вяжу петли сначала на верхней спице, провязывая вот
одну изнаночную и одну петлю лицевую. Так, у нас лицевая, изнаночная, лицевая и изнаночная. Так, и мы с вами сейчас будем провязывать резинку 1 на 1 на второй спице, но здесь у нас вот с этого края еще идет двойная петля, поэтому вот у меня по рисунку эту двойную петлю сейчас как раз получается нужно провязать лицевой петлей, то есть вот за заднюю стенку петель. Обычно вот я провязываю 2 этих петли, то есть это у нас идет одна двойная петля, 2 вместе лицевой петлей. Хорошенечко здесь этот стык подтягиваю и дальше продолжаю вязать резинку изнаночная, лицевая, изнаночная петля, лицевая, лицевая, и вот в конце ряда последняя изнаночная петля. Начинали вязать резинку мы с лицевой петли, закончили вязать резинку мы изнаночной петелькой. Теперь для наглядности и для удобства подсчета, ну вот здесь где-нибудь на лицевую петлю сразу под спицей я повешаю маркер для того, чтобы нам удобно было подсчитать провязанные ряды резинки. И все, начиная сейчас со второго ряда я буду провязывать все петли по рисунку, вывязывая резинку 1 на 1. Лицевая, изнаночная петля, лицевая, изнаночная петля. Таким образом, провязывая по кругу все петли по рисунку, мы должны вывязать всю необходимую высоту этой резинки. В моем случае высота резинки равна 10 провязанным рядам. Вы можете провязать эту резинку и повыше. Здесь уже этот момент на ваше усмотрение. Итак, вот я провязала необходимую мне высоту резинки. В сантиметрах 10 провязанных рядов равняется, ну вот смотрите, где-то примерно 3 сантиметрам. Теперь закрывать петли края я буду с помощью иглы, поэтому нить мы оставляем подлиннее, и этот кончик нити мы должны одеть в иголку с большим ушком. Сейчас, смотрите, я буду закрывать петли, и здесь мы внимательно должны обратить внимание на следующий момент, что у всех моих лицевых петель правая стенка расположена вот перед работой, а у изнаночных петель правая стенка расположена за работой. Это очень важно, так как если, к примеру, вы вяжете петли не бабушкиным способом, как я, а классическим, то у вас это расположение петель будет другим. Но сейчас, опять же, скажем так, если более просто подходить к этому моменту, если вы сейчас посмотрели, у вас стенки петель расположены по-другому, то можно быстренько эти петли переснять, так как я сказала. Начинается вязание у меня с лицевой петли. Первый раз в лицевую петлю иголку я буду вставлять сейчас вот сверху вниз или с лица на изнанку. Но для наглядности на первую лицевую петлю мы сейчас за верхнюю правую стенку повешаем маркер. Он нам в конце пригодится. И сразу вот я иголку вставляю в первую лицевую петлю вот с лица на изнанку. И эту первую петлю я сразу снимаю. Изнаночную петлю я пропускаю и смотрю именно на лицевую петельку. В лицевую следующую петлю иголку я вставляю вот справа налево. И аккуратно ниточку мы сейчас затягиваем. Это я прошила сейчас 2 лицевых петли между собой с лицевой стороны. Так, и сразу иду на обратную изнаночную сторону. С изнаночной стороны, если мы посмотрим, у нас также начинается вязание с лицевой петли. Теперь с изнаночной стороны мы также будем соединять 2 лицевых петли между собой. В первую лицевую петлю иголку я буду вставлять с изнанки на лицо. То есть внутри у меня идет изнанка, снаружи лицо. И вот с изнанки на лицо вставляю иголку в первую петлю. И эту петлю я сразу же снимаю.
изнаночную петлю пропускаю и именно в лицевую петлю после изнаночной с изнаночной стороны иголку вставляю справа налево. Это мы прошили сейчас 2 лицевых петли с изнаночной стороны. Иду на сторону, которая идет у нас ближе ко мне, к лицевой стороне. Лицевая петля первая, вот она у меня идет. Иголку я вставляю с лица на изнанку, петлю снимаю. Изнаночную петлю я пропускаю и вот в лицевую следующую петлю с лицевой стороны иголку вставляю вот аккуратно справа налево. И ниточку мы вот затягиваем. Это мы прошили 2 лицевых петли между собой с лицевой стороны. И я сейчас переворачиваю вязание изнаночной стороной к себе. То есть также наше вязание начинается вот с лицевой петли. Иголку я вставляю с изнанки на лицо, петлю снимаю. Так, дальше изнаночную петлю я пропускаю и в следующую лицевую петлю иголку вставляю справа налево. И аккуратно мы эту нить затягиваем. И сразу идем на лицевую сторону. Первая лицевая петля, с лица на изнанку вставляю иголку, петлю снимаю. И в лицевую следующую петлю, пропустив изнаночную, иголку вставляю справа налево. Так, еще раз. Идем сразу на изнаночную сторону. Лицевая петля. С изнанки на лицо вставляю иглу, петлю снимаю, изнаночную петлю пропускаю и в следующую по порядку лицевую петлю иголку вставляю справа налево. Таким образом я сейчас буду закрывать все петли этого края. То есть вот у нас будет идти вот такой вот аккуратный, красивый фабричный край. Итак, вот я закрыла все практически петли, последние петельки давайте закроем с вами вместе. То есть на спицах у меня осталось всего 2 петли. Лицевая петля в первую лицевую петлю по порядку с лицевой стороны. Иголку я вставляю с лица на изнанку и эту петлю снимаю. И теперь, пропустив изнаночную петлю, мы с вами должны вставить иголку вот в дорожку из лицевых петель. Это наша первая петля, которую мы отмечали маркером. И в эту петлю иголку вот я вставляю сейчас справа налево. Ниточку аккуратно затягиваю и сразу иду на изнаночную сторону. С изнаночной стороны это у нас идет последняя петля, также лицевая. Если по изнанке мы смотрим на эту петлю, иголку я вставляю, получается, с изнанки на лицо, петлю снимаю, спицы откладываю. Так, дальше вот этот изнаночный промежуток я пропускаю, и вот дорожка идет следующая из лицевой петельки. И вот за крайнюю стенку лицевой петли я вставляю сейчас иголку справа налево. Ниточку аккуратно я затягиваю, маркер этот мы можем уже убрать. И вот фактически мы с вами закрыли петли края. Вот такой вот аккуратный край у нас сейчас с вами получился. Теперь что мы делаем дальше? Мы наши слитки выворачиваем на изнаночную сторону, так, и вот эти все кончики, которые здесь у нас есть, ну вот у меня их буквально здесь получается 2 кончика, я сейчас спрячу по изнаночной стороне. И вот после того, как по изнаночной стороне мы спрячем кончики, наш следочек будет полностью готов. Маркеры эти мы убираем, так. И сейчас я пойду следок постираю. Ну, во-первых, после стирки полотно станет более мягким, эластичным, петли будут более ровными, красивыми и аккуратными. То есть вот так мой следок сейчас смотрится на блокаторе, но вот я его еще не стирала, так как если с блокатора снять, он у нас будет смотреться вот так, то есть не совсем
в презентабельном виде. А первый вот следок я уже постирала, ну и этот маркер я тоже могу здесь уже убрать. Поэтому, друзья, я иду стирать свой второй следочек. Надеюсь, данный мастер-класс был для вас полезным и понятным. Подписывайтесь на канал, ставьте пальчик вверх этому видео. Всем спасибо за просмотр и всем пока-пока.